Приветствую вас, дорогие автолюбители! И снова видео, и снова расскажу о простой и очень банальной вещи, о которой в принципе почему-то не знают большинство пользователей Android магнитол, современных Android магнитол, а именно о кнопках. Вот здесь вот находятся кнопки. И самое главное заблуждение, о котором чаще всего не знают пользователи, это то, что вот эта кнопка, вот вы ее видите, с точечкой, похожа на кнопку включения, но это не кнопка включения. А вот это вот написано RST от слова Reset, но это не сброс на заводские настройки. И эти две вещи, они как бы подтверждают и говорят о том, что в этих современных магнитолах все абсолютно не так. Давайте разберемся, что это вообще за кнопка сначала включения. Вообще-то эта кнопка при легком нажатии, один раз нажимаем, она просто выключает вам звук. Вот видите, отключился звук. Если же, например, вы будете ее удерживать, то кнопка выключит, но не магнитолу, она выключит только экран. Соответственно, магнитола продолжает работать и садить ваш аккумулятор, поэтому такой способ выключения, конечно же, не подходит. Что касается RST, здесь находится просто кнопочка, которая отключает питание. Это то же самое, что снять клемму на аккумуляторе, отключить временно подачу питания на магнитолу, но ни в коем случае не Reset. Отдельно рассмотрим, где и что и как делается. Хочу обратить ваше внимание, что именно эта магнитола, это у нас Jansun V1 Pro, позволяет настраивать, как, впрочем, и любая другая, позволяет настраивать эти кнопки. Напоминаю, вход в инженерное меню здесь вот такой. Заходим сюда, вводим пароль 8878, и здесь вот первое, где у нас будут настройки. Ну, в слове видите Touch Study. И здесь вы можете настроить эти кнопки. Обратите внимание, что их можно менять. И как видим, здесь очень много разных функций. Очистим эти функции, и в принципе кнопки перестают работать. Вот они не работают. Что мы сделаем? Мы сделаем так, чтобы они снова работали. Итак, первые кнопки сделаем Power. Нужно нажать с этой стороны и на кнопочку. Сразу координаты ее вбились. Кнопочку Home сделаем Home. Кнопочку Back сделаем Back. Wall громкость валом есть. И минус. Снова нажму здесь. Получилось. Но я могу еще присвоить этим кнопкам дополнительные функции. Например, Power Mute. То есть то, что было изначально. Еще раз. И так далее. Кроме того, вы можете двойное значение предоставлять вот кнопкам. Именно те варианты, которые здесь указаны. К сожалению, другие нельзя. И теперь снова все работает. Никаких сохранений, перезагрузок при этом делать не нужно. Что касается полного сброса, то полный сброс в этой магнитоле реализован тоже через инженерное меню. И кнопка Reset, которая здесь, как обычно в других приборах, может означать Reset, здесь не означает, но полный сброс здесь. Вот эта опция Erase All Content. То есть очистить все. Вот такая вот опция. Что касается другого типа магнитолы, там немножко по-другому. Давайте разберемся, как в другой магнитоле. Возьмем магнитолу версии V3. Вот она. Так, магнитола версии V3. Переставим, подключим ее. Включаем питание. Так. Есть. Сейчас я подключу. Запускается магнитола. Так. Здесь тоже есть такие же кнопки. И снова это не кнопка выключения, а это не кнопка дырочка сброса. И у них совсем другие значения. Конечно, существуют еще магнитолы с кнопками старые. Эти кнопки могут быть сбоку, сверху, крутилки. Там действительно это означает выключение. Здесь такой опции нет. Зайдем здесь. Здесь немножко по-другому. Я выставлю сначала язык, чтобы вам было. То есть магнитола абсолютно новая. Еще не успели даже поставить язык. Думаю, что когда это буду делать, сейчас выставлять язык, кто-то снова увидит и поймет, как это делается. Есть нюансы. Вот Испаньол. Нам не нужен Испаньол. Давайте выберем
Русский язык, который, кстати, не притесняется в моей стране. Русский язык, Украина. Есть. Поехали. Итак, выбрали, потянули, получили язык. Каким же образом здесь настраивать? Здесь вход в инженерное меню другой, настройки автомобиля. И здесь нужно зайти в расширенное меню. Расширенное меню под определенным кодом. Код здесь другой используется. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Есть. Так. Ищем. Настройка параметров подсветки. Обратите внимание, V1 Pro не имеет подсветку цветную. Здесь имеет V3 подсветочку. И здесь у нас есть... Вот она, смотрите. Коснитесь ввода-вывода. Нет, это не то. Коснитесь кнопки области. Вот она. Коснитесь кнопки области. Здесь делается немножко по-другому. Сейчас, видите, кнопочки работают. Все. Я их сейчас уберу. Очищу. Нажму старт. После чего переприсвоим значение. Это делается. Не хочет очищаться. Видимо, видите, в этой версии не хочет. Ну, такое тоже бывает. Ага, вот, надо было нажать старт и нажать очистить. Нажимаем старт, нажимаем очистить. Теперь все пропало и кнопки перестали работать. Видите? Теперь нужно присвоить. Причем, обратите внимание, порядок присваивания в данном случае должен быть по очереди, согласно рисунку. Нажимаем, выбираем. Это у нас мощность. Я выбираю мощность. Все. Нажимаем, вторая идет дом. Ну, основной интерфейс есть. Можно и другое, кстати, назначить. Волум. Нет, не будем делать волум. Надо сделать возврат домой. Назад. Вот функция назад. Громкость вверх. Функция. И громкость вниз. Сначала выбираем. После чего нажимаем завершить. И все. Кнопочки у нас заработали. И у нас все начинает работать. Вернулась домой. Также можно выключать звук. Все функции работают. Конечно, в разных версиях это реализовано по-разному. Вот основные две я вам показал. Давайте попробуем еще в третьей версии. Это у нас T9, она же V3 Pro. Такая же и V3 Pro. Так, заходим, подключаем. Зайдем в V3 Pro. Это уже подготовленная под Infinity. Кстати, это была подготовленная магнитола под Infinity с камерой 360 штатной. Поэтому здесь установили, к ней добавили программу. И сразу скажу вам, что есть некая особенность, о которой вы должны знать, естественно, что не будет работать 360 у вас, если вы, конечно, не заказали отдельную опцию. То есть сама опция 360, она дополнение, она не входит в базовую. Поэтому здесь вот этого и нету. И чтобы это заработало, конечно, нужно все это добавлять. Ну и платить дополнительные деньги, небольшие. Вернемся снова к нашим кнопочкам. Итак, заходим сюда в инженерное меню. Здесь инженерное меню называется заводские, пароль 3368. Так, зашло. Ищем с вами, вот видите, Touch-Check. Touch-Check это у нас позволяет просто проверить. Нет, видите, не та опция. Вот и я не все знаю. Так, обучение сенсорного экрана. Ага, обучение сенсорного экрана это просто типа калибровочка. А вот я нашел то, что мне нужно. Обучение кнопок. Вот, здесь это делается таким образом. Вы можете удалить эти кнопочки. Все они очистились. И снова обучить. Электропитание. Хоп. Домой, 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 домой. Ищем, где тут у нас следующая. Главная страница. Есть. Кстати, вот видите, не работает громкость. Громкость плюс. Есть. Громкость минус. Есть. Возврат есть. И теперь... Ага, нельзя. Надо нажать
сохранить. Здесь как раз нужно нажать сохранить. Вот сейчас я сделал ошибку, поэтому все нужно заново сделать. Электропитание, главная страница, возврат, громкость вверх, громкость вниз и сохранение. После чего должно все заработать. Не заработало. Хорошо, нажмем установка. Нет, не хочет. Уходим. Может, надо выйти? Не можем выйти. Так, хорошо, выйдем. Хорошо. Обучение кнопок. Вернемся заново. И попробуем это сделать снова. Итак. Нет, это лучше не трогать меню. Так, электропитание. Есть. Домой. Есть. Возврат. Есть. Громкость вверх. Есть. Громкость вниз. Есть. Так. Должна быть функция. Может, еще Home Power вот это сделаем. Вот так вот. Должна быть функция, которая все это сохранит. Сохранила. Существует перекрытие зоны. Давайте вернемся. Посмотрим. Заработало ли? Нет, не заработало. Так, значит, что-то мы делаем не так. Возможно, нужно перезагрузиться. Давайте попробуем. В этой магнитоле как раз нужно перезагрузиться. Посмотрим. Ждем. Вот волнуюсь, вдруг уже что-то наделал. Ничего, все восстановимо. Вместе с вами разберемся. Так. Нет, не работает. Не работают кнопки. Так, возвращаемся назад. И будем с вами смотреть, что я такое сделал, что оно нам теперь не хочет работать. Так, заводские 3368. Что не так? Обучение кнопок. Ага, вот они не сохранились. Угу. Понятно. Так, давайте попробуем. Клавиша для учебы. Хорошо. Есть. Главная страница. Есть. Возврат есть. Громкость есть. Есть. Ага, есть. Так. Ага, есть. Написано, что все сохранилось. Ага, следует повторно. Хорошо. Почему не хочет? Для учебы путь документа. Конфиг есть. Нормально. Выходим. Пробуем. О, заработало. Заработало. И как видите, на самом деле нужно не делать это дважды. Так. Home назад. Громкость. Все работает как надо. Вот такая вот опция. Теперь, дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом. Желаю всего самого лучшего, хороших приобретений и чтобы у вас ничего не ломалось. Ну а если будут происходить небольшие такие конфузы, мы, конечно, вам поможем. Пишите обязательно в комментарии к видео. На них я буду отвечать, как только у меня будет возможность. Старайтесь писать заново, а не писать в дерево, чтобы я мог более быстрее отвечать и не искать по дереву разных вопросов по теме, которая двигается. Лучше, если вам нужно задать повторно вопрос, напишите снова под новым видео. Это позволяет определить вашу проблему и помочь вам более быстро и детально. Надеюсь, у вас будет удачный следующий год, а также желаю, чтобы было в семье много счастья, любви и, конечно же, здоровья. До новых встреч!